Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара, и это видео мастер-класс по вязанию сумки с узором цветы. Эта сумочка вяжется из 13 мотивов. Вязала я ее из полиэфирного шнура толщиной 3 мм. По весу она вышла примерно 600 грамм. Высота сумки 24 см, ширина 37 см. Подписывайтесь на мой YouTube канал, также на другие мои социальные сети, чтобы не пропускать новые видео. Материалы для вязания сумочки. Полиэфирный шнур толщиной 3 мм, нам понадобится 400 метров. У меня был плоский шнур, в процессе вязания я поняла, что для этой сумки лучше подходит круглый шнур. Крючок 4 мм, бамбуковые круглые ручки диаметром 16 см, одна пара. И для застежки нам понадобится магнитная кнопка диаметром 18 мм, 2 штуки. У меня это цвет белый никель. Начинаем вязание, вяжем первый мотив. Делаем колечко амигуруми, затем одну воздушную петельку и далее вяжем в кольцо 12 столбиков без накида. При этом кончик нити провязываем внутри петель. Теперь давайте потянем за кончик нити, и у нас колечко закрывается. Кончик нити мы потом с вами спрячем, продолжаем вязание. Вводим крючок в первую петельку, делаем соединительную петельку и затем 3 воздушные петли. Внизу одну петлю пропускаем, в следующую петлю вводим крючок, вяжем столбик без накида. Далее опять делаем 3 воздушные петли, внизу одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли, внизу одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик без накида. И так мы продолжаем вязать по всему кругу. У нас должно получиться 6 арок. Последнюю цепочку соединяем в первую арку. Делаем соединительный столбик, 3 воздушные петли. И вот мы связали с вами 6 арок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее мы вяжем первый ряд лепестков, вводим крючок в арку и провязываем 3 столбика с накидом. Затем 3 воздушные петли. Опять вводим крючок в эту же арку, соединительный столбик, 3 воздушные петли. В следующую арку 3 столбика с накидом. Три воздушные петли. В эту же арку 1 соединительный столбик, 3 воздушные петли. И далее продолжаем вязать точно таким же образом до конца ряда. Вяжем всего 6 лепестков.
У нас готово 6 лепестков. В конце 6-го лепестка делаем цепочку 3 воздушные петли. И затем смотрим по задней стенке, соединяем вот в этот задний стежок между последним и первым лепестками. Соединительный столбик, затем 4 воздушные петли. Затем опять вводим крючок между лепестками сзади. Делаем столбик без накида. 4 воздушные петли. Вводим крючок в следующую заднюю петельку между лепестками. 1 столбик без накида. И так мы продолжаем до конца ряда, делаем 6 арок. Последнюю цепочку соединяем в первую арку. Делаем соединительный столбик и 3 воздушные петли. Итак, у нас опять получилось 6 арок, но теперь они состоят из 4 петель. Теперь в каждую арку вяжем по одному лепестку. В первую арку вяжем 4 столбика с накидом. Затем цепочка 3 воздушные петли. Опять вводим крючок в первую арку, делаем соединительный столбик, 3 воздушные петли. Далее во вторую арку вяжем 4 столбика с накидом. Далее 3 воздушные петли. Опять вводим крючок в эту же арку, соединительный столбик, 3 воздушные петли. И далее продолжаем, вяжем оставшиеся 4 лепестка, всего 6 лепестков, по 4 столбика с накидом каждый лепесток. Закончили, связали второй ряд с лепестками. В конце последнего 6-го лепестка делаем цепочку 3 воздушные петли и соединяем по задней стороне цветочка между лепестками. Делаем столбик без накида, затем 5 воздушных петель. Опять вводим крючок сзади в стежок между лепестками, столбик без накида и 5 воздушных петель. И так продолжаем. Формируем 6 арок по 5 петель в каждой арке. Последнюю цепочку присоединяем к первой арке. Соединительный столбик, 3 воздушные петли. Вяжем третий ряд лепестков. В первую арку провязываем 5 столбиков с накидом. Три воздушные петли. Опять вводим крючок в этот же арку, соединительный столбик, 3 воздушные петли. Вяжем второй лепесток,
во вторую арку 5 столбиков с накидом. Цепочка, 3 воздушные петли. Вводим крючок в эту же арку, соединительный столбик, 3 воздушные петли. Так мы с вами продолжаем вязать, вяжем всего 6 лепестков по 5 столбиков с накидом в каждом лепестке. Закончили третий лепесток. В конце последнего лепестка делаем цепочку 3 воздушные петли и присоединяем с задней стороны цветочком к стежку между лепестками, делаем столбик без накида и затем цепочка 6 воздушных петель. Присоединяем к заднему стежку между лепестками столбик без накида и 6 воздушных петель. Итак, продолжаем вязать до конца ряда 6 арок по 6 петель в каждой арке. Связали 6 арок. Последнюю цепочку соединяем к первой арке, соединительный столбик, 3 воздушные петли. И это у нас будет последний ряд. Здесь мы вяжем уже не лепестки, а вяжем шестиугольник. Первую арку провязываем 3 столбика с накидом. Итого у нас должно получиться как бы 4 столбика. Цепочка идет за первый столбик. Затем 2 воздушные петли. Затем в эту же арку вяжем 4 столбика с накидом. И далее уже у нас все 6 арок вяжутся одинаково. 4 столбика с накидом. Затем 2 воздушные петли и еще 4 столбика с накидом. Так мы с вами продолжаем вязать по кругу до конца ряда. Все остальные арки вяжутся как вторая. Мы заканчиваем последний ряд. У нас получился шестиугольник с цветком внутри. Отрезаем короткий кончик нити и закрываем последнюю петельку. Для этого я беру крючок потоньше, у меня это крючок номер 3. Ввожу крючок под горизонтальную петельку первого столбика и затем формирую поверх цепочки из 3 воздушных петель горизонтальный стежок наверху. И теперь кончик нити можно спрятать внутри петель последнего ряда. Лишнюю ниточку отрезаем. И также, если вы используете полиэфирную пряжу, то кончик нити можно прижечь, чтобы он не распускался. И также мы прячем кончик нити, который у нас остался в середине, в начале вязания.
Измеряем наш цветочек. У меня получился диаметр цветка примерно 13 сантиметров. Итак, мы продолжаем с вами вязать и вяжем таких 13 шестиугольников. Мы закончили, связали 13 шестиугольников. Оставляем 11, 2 откладываем пока в сторону. Эти оставшиеся 11 мы складываем вот так, для того, чтобы соединить их друг с другом и сделать полотно сумки. Итак, у нас получается по краям по 4 цветочка, в середине 3. Итого 11. И эти два у нас пойдут на боковины. Мы их потом присоединим попозже. Далее мы будем присоединять шестиугольники друг к другу. Так присоединяем первый вокруг, второй и третий. И затем уже мы будем присоединять крайние шестиугольники. Здесь у нас по одной линии. Оставляем первые мотивы. Берем новую рабочую нить. Теперь давайте посмотрим. Вот здесь у нас цепочка 2 петли. Вводим крючок за одну полупетельку второй петли. И точно так же на втором шестиугольнике вводим крючок в одну полупетельку второй петли. Берем новую рабочую нить. И далее мы вяжем соединительными столбиками. Всего у нас по каждой стороне шестиугольника по 10 петель. Мы вводим крючок за полупетельки на обоих мотивов и провязываем соединительный столбик. И так продолжаем вязать. Вот мы с вами связали первую сторону, одну линию. Теперь нам нужно взять следующий цветочек, прикладываем его и точно так же соединяем 10 петель теперь с этим цветочком. И далее мы продолжаем соединять, прикладываем третий цветочек, затем четвертый,
и пятый. Итого с 5 сторон мы присоединяем мотивы к серединному цветку. Вот мы с вами закончили. Теперь мы будем присоединять ко второму цветочку. Ниточку можно не отрезать, просто расширяем петлю и проносим моток через петлю. Затем петельку закрываем и нитку протягиваем до нужного нам участка. Вот так у нас будет идти протяжка нити на задней стороне сумочки. Опять вводим крючок, и я ввожу крючок в уже провязанные петли, чтобы у нас не было больших отверстий между петлями. И затем уже начинаю вязать со следующих петель столбиками соединительными. И вот так мы присоединяем второй серединный цветок. Присоединяем до конца эту линию и затем оставшиеся линии. Так, вот мы с вами присоединили второй цветочек, и здесь у нас петелька оказывается в середине, поэтому мы ее заводим на изнаночную сторону и на той стороне уже закрываем эту петельку. И далее продолжаем, присоединяем третий цветок. Вот так одну линию соединяем, затем вторую. Затем вот здесь у нас будет край сумки вверх, поэтому здесь у нас нет никакого лепестка, и затем последний лепесток. Итак, вот мы с вами соединили две линии, и вот эта сторона у нас будет верх сумки, здесь у нас будет ручка сумки. Поэтому здесь никакой цветочек мы не присоединяем, а просто провязываем по краю соединительными столбиками за одну полупетельку. И присоединяем последний мотив. Итак, мы закончили. Теперь нам осталось только присоединить цветочки по краям друг к другу. Здесь у нас идут одиночные линии. Мы закончили, решили все мотивы друг к другу. И теперь нам осталось присоединить боковые детали.
Мы прикладываем мотив и затем присоединяем все 6 сторон. Мы закончили, присоединили боковой мотив, сделали 6 линий. Теперь последнюю петельку закрываем. И у нас осталась еще одна одиночная линия. Эта линия ровно на боку сумки. Теперь нам нужно присоединить второй боковой лепесток, точно так же, как первый боковой лепесток. Итак, мы прикладываем последний мотив и присоединяем его точно так же, как мотив с другой стороны. И вот наша сумка готова. Присоединили все мотивы. Далее продолжаем обвязку верха сумки. Делаем воздушную петлю. Вводим крючок в арку, вяжем столбик без накида. И далее вводим крючок под обе полупетельки. Вяжем столбиками без накида. И далее в арку вяжем 2 столбика без накида. Теперь мы продолжаем вязать по кругу вокруг всего верха сумки столбиками без накида. Мы закончили, обвязали верх сумки. И теперь вяжем последний ряд. Вводим крючок за одну полупетельку и вяжем соединительный столбик. Продолжаем вязать до конца этого участка. Теперь прикладываем ручку и провязываем 30 петель через ручку столбиками без накида. Вначале нам нужно сделать 2 воздушные петельки, чтобы подняться до высоты ручки. И затем мы вяжем столбиками без накида. Старайтесь при этом верхние петельки хорошенько затягивать, чтобы они у вас были короткие. И продолжаем. Вяжем 30 петель через ручку. Закончили, связали первую ручку сумки. Далее переходим на боковую сторону. Делаем 2 воздушные петли. И затем вяжем соединительными столбиками за одну полупетельку. Так продолжаем вязать до следующего участка, где мы будем присоединять вторую ручку сумки.
И также на 30 петель присоединяем вторую ручку. Мы закончили, присоединили обе ручки к сумке. Также я довязала последний участок до угла, замыкаю круг. Здесь теперь ниточку можно отрезать, и мы закрываем последнюю петельку. Для того, чтобы сшить подкладку, нам нужно измерить нашу сумку. Ширина 37 сантиметров, высота 24 сантиметра. Берем ткань для подкладки и вырезаем прямоугольник. Ширина прямоугольника — это ширина сумки 37 сантиметров плюс 2 сантиметра на припуске. Высота — это 24 плюс 24 плюс 2 сантиметра на припуске. Теперь нам нужно ткань отгладить. Складываем ее пополам лицевой стороной внутрь. И также нам нужно учитывать тот момент, что сверху у нас ширина сумки меньше. Давайте измерим. Сверху ширина сумки 30 сантиметров. Поэтому и подкладка тоже сверху должна быть немножко уже, чем внизу. Для этого мы отмеряем в середине 30 сантиметров, определяем, где у нас будут швы, и вот так наискосок прошиваем слева и справа. Итак, готово. Я прошила первые две строчки слева и справа. Сверху у меня теперь ширина сумки меньше. Теперь мы складываем подкладку таким образом, чтобы выделить углы. И вот так нам нужно с вами отрезать и зашить уголки сумки. Давайте посмотрим на нашу сумку. Здесь у нас уголки примерно шириной 5 сантиметров. Эти мерки мы переносим на подкладку. И здесь слева и справа шьем по 5 сантиметров уголки. Готово. Теперь сверху сумки у нас идут полукруглые ручки, поэтому на подкладке нам тоже нужно сделать вырез для ручек. Прикладываем ручки и обводим полукруги. Я отрезала полукруги для ручки. Здесь на видео они у меня получились немножко меньше, потом я их увеличила. Теперь нам нужно подогнуть края верха сумки и прострочить их. Также здесь на видео я не показываю, но нужно, оказывается, это я сама опытным путем выяснила, сделать надсечки на полукружиях. Вот здесь уже я прострочила. Чтобы круги у нас легче загибались, нужно слегка сделать надсечки. И я прострочила весь верх сумки, подкладки. Теперь нам осталось только пришить подкладку в сумку.
Аккуратно прикладываем подкладку, подкалываем ее иголочками к сумке. И далее мы будем с вами пришивать вручную. Вот у нас подкладка по размеру совпадает с сумкой. По мере того, как у меня иголочки будут освобождаться, я буду их переносить на следующие участки и пришиваем подкладку к сумке. Беру ниточку такого же цвета, как пряжа, и пришиваю подкладку короткими стежками. Далее мы с вами продолжаем пришивать подкладку по всему верху сумки. Я пришила подкладку и теперь осталось пришить магнитные кнопочки. У меня две кнопочки, я прикладываю их сбоку от деревянных ручек и пришиваю их с помощью прозрачной мононити. Это тонкая нейлоновая нить, она продается во всех швейных магазинах. Я пришила магнитные кнопки, и вот моя сумка полностью готова. По размеру сумка получилась шириной 37 сантиметров, высотой 24 сантиметра. Подписывайтесь на мой YouTube канал, делитесь вашими работами в Инстаграме. Отмечайте мой аккаунт nitka.kz. До новых встреч!